Здравствуйте, приветствую вас на своем канале. Хотела бы поблагодарить всех, кто подписывается на мой канал. Нас уже стало больше 200 человек. Хоть канал молодой, но я надеюсь, что я вам даю полезные советы и вношу какие-то новые идеи в ваш процесс кулинарии. В преддверии праздника Пасхи я хотела бы с вами поделиться рецептом кулича. Этот рецепт я нашла в интернете, но несколько раз немножко меняла состав. Получился он у меня очень вкусный. Я считаю, что там все идеально сочетается. Получается действительно очень праздничный, сдобный и вкусный кулич. Все, кто его пробовал, все довольны, всем хочется взять рецепт и положить его к себе в копилочку. Также я вам покажу, как я делаю глазурь. Итак, нам потребуется, я вам говорю рецепт на стакан молока. Когда семья большая, то я это делаю на литр молока, потому что все очень вкусно, хранятся они долго и можно их сделать гораздо больше. Сейчас я вам рассказываю на стакан молока топленого. Яйца нам нужны будут 4 яйца и 1 желток. Белок нам потребуется для глазури. Сливочное масло примерно 120-150 грамм. Лучше взять настоящее сливочное масло, чем маргарин. Хотя, если вы предпочитаете маргарин, то пожалуйста. Сахарный песок 1 стакан. Пол чайной ложки соли. Дрожжи. Я беру дрожжи только живые для куличей, потому что тесто очень сдобное, очень тяжелое. И сухие дрожжи вряд ли справятся. Значит, нам потребуется чуть больше половины пачки дрожжей. Изюм. Тоже стакан. Я его потом буду запаривать, покажу как. Столовая ложка коньяку. Мускатный орех 1 чайная ложка. Лимон целый, и цедра, и внутренности нам потребуется. Апельсин только цедра. Ванилин. Я беру сейчас в последнее время вот такой ванилин, он называется интенсив. Очень яркий вкус, такой сливочно-ванильный. Для кулича я считаю то, что надо. Такого достаточно 1 пакетик. Если вы берете ванильный сахар или обычный ванилин, то лучше 2. Так, и мука приблизительно около килограмма, смотря сколько у вас возьмет жидкость. Посмотрите, потому что мука разная. Муку мы будем обязательно с вами просеивать. Итак, начинаем мы с опара. Еще пару слов о том, что это тесто очень быстро подходит. В отличие от обычного стандартного рецепта для куличей, которые, как правило, ставятся на ночь, в 12 часов подходит опара, то это тесто в общей сложности до момента выпечки вам потребуется буквально часа 3. Если все сделать правильно, если взять правильные дрожжи, то достаточно 3 часов, чтобы у вас подошло тесто, и мы его отправили в духовку. Итак, начинаем мы с опары. Нам потребуется стакан топленого молока, именно топленого, потому что придает очень приятный сливочный вкус. Подогреваем его до температуры приблизительно 40 градусов, не больше, потому что у нас заварится тогда дрожжи. Так, добавляем в опару 1 столовую ложку сахара и ложечек 5 столовых муки. И это все отправляем в теплое место. Приблизительно 30-40 минут, и опара уже подойдет, она поднимется раза в 3. Я это делаю вот в такой большой кастрюле. Сейчас я сюда выливаю молоко. И поставлю на плиту буквально на 2 минутки. Пока молоко подогревается, я приготовлю дрожжи. Чуть больше полпачки. Дрожжи живые. Обращайте внимание на сроки годности. Если вы берете
впрок, то обязательно храните их в морозилке. После разморозки они не теряют свои свойства. И очень хорошо подходит на них тесто. Особенно сдобные, тяжелые, которые используются для калорийных булочек. Или куда вы кладете всякие добавки, такие как изюм, курага, фрукты какие-то, ягоды. Так, чуть больше половинки. Молоко у нас уже подогрелось. Сейчас я добавляю туда 1 столовую ложку сахарного песка, для того, чтобы дрожжам было чем питаться. 5 ложечек муки. Я сначала добавляю сахар и муку и буду размешивать, чтобы чуть-чуть молоко остыло. Потому что если мы сейчас сразу с вами добавим дрожжи, они могут завариться. Чтобы этого не произошло, делаем все в том порядке, в котором я вам рассказываю. Я добавила даже не 5, а 3 ложки муки, потому что мука хорошая, хорошо просушенная, чтобы опара не была густой и быстренько подошла. Я не стала ее загущать. 3 ложек вполне достаточно. Опять ориентируйтесь по вашей муке и насколько она просушена и какое количество клейковины в ней есть. Итак, сахар растворился. Мука тоже, комочков у нас нет. Сейчас я добавляю дрожжи. Вот прям рукой вот так вот мы их крошим. Запах топленого молока и цвет топленого молока придаст куличу вот прям такой аппетитный вид. Вы попробуйте сделать с обычным молоком и с топленым, вы увидите разницу. Это гораздо вкуснее. Обычно опару я ставлю подходить в духовку, разогретую приблизительно до 30 градусов, не больше. Но там постоянная температура, которая поддерживает духовка. Нет никаких сквозняков, там закрыта крышка, дверца. Вот, и поэтому самое лучшее место. Так как тесто, особенно такое сдобное и тяжелое, не любит сквозняков, оно тут же оседает, опадает, поэтому самый оптимальный вариант поставить куда-то вот. Итак, опара у нас готова. Консистенция получилась густых сливок. Комочки все мы растворяем, дрожжи, чтобы хорошо разошлись, и ставим в духовку подходить. Не упустите момент, потому что, говорю, буквально 20-30 минут, и опара увеличится в разы, просто чтобы у вас она не убежала. Следите за ней. Если вы будете накрывать кастрюлю сверху, накрывайте чем-то дышащим, типа льняного полотенца или хлопчатобумажное полотенце, чтобы это все дышало, потому что если мы накроем с вами пакетом, создастся парниковый эффект и опара будет оседать. Я натерла цедру одного лимона, аккуратнее с белой частью, потому что она придает горечь. Прям вот тоненький вот этот вот верхний слой мы снимаем. Сразу натру апельсин, пока у меня терка наготове. От апельсина нам нужна только цедра. Не бойтесь в кулич добавлять специи. Специи очень идеально сочетаются с изюмом, с цедрой. Я вот для себя остановилась на мускатном орехе. Многие добавляют еще шафран. Если вы любите его, то, пожалуйста, он придает желтый цвет тесту. Я не очень люблю его, потому что он имеет специфический для меня вкус. Но
вкусы у людей разные, поэтому, пожалуйста, если нравится, это тоже приправа для куличей. Можно добавить кардамон, но тоже не переборщите, прям буквально на кончике чайной ложки. Тоже пробовала с ним. Неплохо, хочу вам сказать. Ну вот, я вам даю тот рецепт, который у нас в семье прижился лучше всего. Не бойтесь добавлять соль, потому что обычно в рецептах соль не добавляется в куличи. Вообще это считается, что в этом рецепте не должно быть соли, только сахар. Но я считаю, что соль всегда балансирует вкус, что в тесте для пирогов, что в тесте для куличей. Без нее вкус пресный. Даже с большим количеством сахара все равно это пресно, нет баланса. А так как у нас есть лимон в тесте, то соль, сахар это только улучшает вкус. Так, вот у нас цедра одного лимона, одного апельсина. Сейчас я разрезаю лимон пополам. Или просто покатайте его по доске. Выжимаем сок. В оригинальном рецепте лимон прокручивали через мясорубку полностью вместе вот с этой белой частью. Я попробовала первый раз, мне не очень понравилось, потому что, может быть, конечно, такой лимон попался мне, но горько. Он дает прям вот горечь такую характерную, которая в куличе совершенно ни к чему. Поэтому я считаю, что сока и цедры вполне достаточно, чтобы получить результат не хуже. Так, это мы с вами добавили. Теперь яйца. Одно яйцо. Я отделяю только желток, потому что белок нам понадобится для глазури. И этот белок отправляем в холодильник, потому что, чтобы получилась глазурь, обязательно белок должен быть холодным. Если у вас время ограничено, то можно положить в морозилку, поставить эту мисочку. Ну, конечно, ненадолго, минут на 15. И смотрите, чтобы ни грамма желтка не попало, иначе белок не взобьется. Это мы сейчас отправим в холодильник. Оставшиеся яйца я выбиваю в миску. У меня яйца желтенькие. Чем желтее будет желток, тем красивее получится тесто. Поэтому обычно для куличей берут яйца деревенские с самым ярким желтком. Так, и масло. Масло у меня комнатной температуры, оно мягкое. Если у вас оно из морозилки, то лучше его растопить в кастрюле на плите. Я беру приблизительно 120 грамм. В этом рецепте не настолько критично вес. То есть, если вы ошибетесь и возьмете не 120, а 150 грамм масла, ничего страшного не случится. Все подойдет. Вот приблизительно так. Масло я беру недорогое. Оно в любом случае, скорее всего, с растительными жирами, хоть оно и не написано. Но все-таки это масло, это не маргарин. В любом случае будет гораздо вкуснее.
Так, масла нам больше не понадобится. Сюда же мы добавляем специи, мускатный орех. Приблизительно на это количество пол чайной ложки. Потому что тоже достаточно яркая приправа, и чтобы не переборщить, вполне достаточно этого. Коньяк мы возьмем 1 столовую ложечку. Две чайные наливаем. Тоже прекрасно сочетается, пикантный вкус придает. Алкоголь чувствоваться не будет, останутся вот эти вот именно коньячные масла, которые в выпечке всегда очень удачно играют. Так, ванилин я добавлю уже в само тесто. И сахар. И все это мы взбиваем. Просто до однородности. Нам совершенно не надо, чтобы это подошло, увеличилось в размерах. Просто взбиваем до однородности, чтобы это была жидкая масса. Потом мы это все добавим к опаре. Еще раз перемешаем. И будем уже добавлять муку и регулировать консистенцию. Так, и сюда еще добавим пол чайной ложки соли. Теперь мы все это хорошо перемешиваем и ждем, когда подойдет опара. Теперь пришло время изюма. Здесь стакан изюма, я его помыла, пересыпала в мисочку. Сюда нам потребуется сок того самого апельсина, который мы с вами оставили. Я его сейчас вот так прокатаю, чтобы больше сока получить. Изюм заливаем соком. Изюм, конечно, выбирайте, чтобы он был без косточек, желательно, чтобы он был светлый. Однажды мне пришлось сделать с черным, потому что не было другого, не удалось купить. Пачкой теста, оно получается такого не очень красивого цвета, с синеватыми пятнышками, поэтому лучше, конечно, белый изюм, без костей. Переберите его, чтобы не было палочек, мусора. Так, выжимаем апельсин. Также можно сделать с цукатами, конечно, если вы любите, с орехами. Пожалуйста, добавляйте. Можно это все перемешать, можно сделать по отдельности. Я обычно делаю 2 замеса. У меня есть любители просто с изюмом. Делаю 1 замес с изюмом, а 2 делаю с цукатами. Тоже прекрасно получается. Цукаты можно взять, если крупными слайсами нарезаны, то порежьте на мелкие кубики. Либо можно взять уже готовые, которые ананасовые цукаты разноцветные. Можно порезать, можно их не резать, а прям так высыпать. Очень вкусно цукаты из имбиря. Здесь сочетаются только в небольшом количестве, тоже прекрасный пряный вкус. Можно ими украсить. Так, и вот здесь у нас сок 1 апельсина и буквально пол столовой ложки коньячка для того, чтобы придать пикантность изюму. И оставляем лучше на несколько часов это все набухать. По возможности. Попробуйте, если у вас апельсин кислый, сюда можно добавить сахар. У меня апельсин сладкий, я сахар добавлять не буду. То есть тут уже по вашему желанию, как вы больше любите. В сладком тесте, а тесто будет в любом случае сладкое для куличей, какая-то легкая кислинка в изюме, я считаю, что это большой плюс, баланс вкуса получается. И плюс у нас кислинка еще есть в тесте в виде лимона. Итак, опара подошла. Прошло буквально минут 40, не больше. Уже пена подошла, осела, значит, опара у нас готова. Мы ее достаем, смешиваем с нашей
с нашими жидкими ингредиентами. То, что мы с вами смешивали: яйца, масло, сахар, цедра и сок лимона. Все это перемешиваем. Запах стоит потрясающий, сдобный, очень хочется это все съесть. А когда мы будем это выпекать, это просто непередаваемо. Дети у меня ходят кругами вокруг духовки и хотят все это попробовать раньше времени. Теперь мы с вами добавляем ванилин. Изюм. Жидкость откидываем на дуршлаг, сливаем. Изюм нам нужен сухой. Муку, как я вам говорила, около килограмма. Я буду добавлять ложками. Обязательно ее будем просеивать, потому что тесто сдобное, тяжелое, и чем легче будет мука, тем легче будет оно подходить. И, соответственно, все, что попадает в нее, крупное и лишнее, оно останется у нас в сите. Так, вот так порционно. Сначала примерно третью часть от нужной дозы просеиваем. Еще, уважаемые зрители, хотела вас попросить, очень хочется от вас услышать обратную связь. Может быть, вы хотите что-то спросить или тоже поделиться каким-то рецептом или советом. Пожалуйста, я всегда готова к общению. Жду от вас обратной связи и ваших предложений. Добавляем еще. Сначала я буду вымешивать венчиком, пока тесто жидкое. Муку вообще в идеале всегда просеивать, но в пироги я как-то, наверное, ленюсь это делать, я этого не делаю. А когда вот такая вот серьезная выпечка или торты, то, конечно, обязательно нужно просеивать. Я повторюсь, что это очень быстрый рецепт куличей, и он ничуть не хуже всех обычных классических. Я считаю, что он даже вкуснее, потому что сколько не пробуешь эти все рецепты, все время хочется чего-то добавить. То соли, то сахара, то мало изюма. Мне вот никак не угодишь. Сколько я пробовала, все время чего-то не хватает. И я перестала экспериментировать после того, как нашла вот этот рецепт. И готовлю по нему уже лет 6. Никогда я не покупала куличи, всегда я их пекла. Ну вот, с рецептом я считаю, что очень повезло. Так, добавляем дальше. Глазурь заранее не делают. После того, как вы испечете ваши куличи, вытащите из духовки, вы оставляете их остывать. И вот за это время потихонечку можно начинать делать глазурь. Добавляю изюм. И еще добавляю муки, чтобы можно было рукой начать перемешивать тесто. Тесто должно получиться не слишком густое, оно будет прилипать у вас к рукам.
чтобы оно не прилипало, можно руки немножко смочить в масле в растительном, чтобы легче было перемешивать. Оно должно получиться таким липким, вязким, чтобы когда выпекалось, получились вот эти вот ноздри, характерные для кулича. Если мы добавим много муки, мы, конечно, забьем все тесто, и получится тяжелый и невоздушный кекс. Так, мало. Надо будет добавлять еще. Так, я муки добавляю еще. Ну вот, приблизительно килограмм у меня уже и ушел. Для куличей, конечно, мука играет важную роль. Берите хорошую белую пшеничную, чтобы она была хорошего качества. Не берите первый сорт, потому что она крупного помола, и нет вот этой воздушности, она не будет так подходить, как нужно. Тесто у вас должно получиться намного жиже, чем на пироги. То есть пироги вы вымешиваете до состояния, пока оно не начнет отлепляться от стенок. Здесь нет, здесь оно остается на стенках. Я даже не знаю, с чем сравнить вам. Как картофельное пюре, наверное. Вот, вполне меня устраивает. Его надо показать. Вот видите, оно тянется. Оно желтенькое, оно очень красивое. Потрясающе пахнет. Надо очень хорошо вымесить, чтобы нигде не осталось сгустков муки. Чем лучше вы его вымесите, тем быстрее и выше оно поднимется. Если вы делаете на большое количество ингредиентов, и у вас теста много, мой совет: разделите на несколько емкостей, чтобы было легче вымешивать, потому что если это в одной, все тяжело мешается и портится качество уже продуктов на выходе. Вы это поймете, когда начнете выпекать. Вот, я его вымесила, вот оно вот такое, видите, оно тягучее. Сейчас мы ставим его подходить. Я ставлю туда же в духовку. У меня его немного, я думаю, что меньше чем за 2 часа оно должно подойти точно. Будем наблюдать, не упустите момент, чтобы оно не убежало, потому что оно не густое, оно поднимается достаточно быстро. Я просто накрою сейчас полотенчиком и поставлю в духовку приблизительно на 30 градусов. Так, тесто у нас подошло 2 раза, я его 1 раз уже отпускала, оно подошло еще раз. Сейчас я вам покажу, в чем я выпекаю куличи. Специальные формочки. Я беру кальку блестящей стороной вверх, вовнутрь. Значит, это выглядит вот так. На донышко я кладу кальку и прижимаю основной формой. И вырезаю по диаметру. Эту форму поменьше. Я делаю то же самое. Тесто у меня подходило приблизительно 1,5 часа. Как и обещала, все быстро.
Я тесто опускала один раз. Сейчас я его раскладываю по формам, и потом оно здесь подходит последний раз, и мы ставим в духовку. Тесто мы кладем на 1/3 от формы. Много не кладите, потому что оно будет вот таким вот, и может быть вот так грибом. Максимально ровно делаем вот эту вот верхнюю поверхность, которая у вас будет подходить. И ставим сначала на 160 градусов в духовку, чтобы тесто поднималось медленно. Если мы сразу поставим на большую температуру, кулич быстро подойдет, и в процессе приготовления будет трескаться. Очень тяжело будет его красиво украсить. Будет вид уже испорчен. Вот, с маслом работать гораздо легче. Делаем такой шарик. Кладем в форму. Сейчас мы это накроем полотенцем, и пусть это подходит. Накрыть надо обязательно, чтобы тесто не заветривало. И вот у меня еще остался кусочек как раз на самую маленькую формочку. Я ее не приготовила, сейчас я ее достану. И ждем, как только тесто поднимется и останется вот примерно сантиметров 10 до верха формы, мы ставим в духовку. Сначала на 160 градусов. Как только тесто заполнит всю форму и начнет чуть-чуть подрумяниваться, мы добавляем до 180 градусов и уже до сухой спички готовим наши куличи. Ну вот, примерно 20 минут, и тесто у нас подошло окончательно в наших формах. Вот в эту я чуть-чуть меньше положила, но это его не испортит, он подойдет, будет просто чуть ниже, чем наша форма. Сейчас мы наши формочки ставим в духовку на 160 градусов. И после того, как тесто сравняется с верхушкой, мы ставим на 180 и готовим до сухой спички. В серединку, а лучше даже шпажку, потому что вот такой большой, например, он будет готовиться чуть дольше, примерно минут 25-30, а вот этот минут 15-20, поэтому я всегда маленькие ставлю вперед, чтобы удобнее было пораньше их вытащить. Берем шпажку, протыкаем в серединку, и чтобы она была полностью сухая, значит наши куличи готовы. Если у вас подгорает верхушка, а середина еще не пропеклась, если электрическая духовка, значит включаем только обогрев низа, а вверх отключаем полностью. Если у вас газовая духовка, то лучше всего вниз поставить мисочку с водой, прямо изначально, чтобы не подгорел низ. Ну все, поехали в духовку. Прошло примерно 40 минут, у нас куличи готовы. Я проверила их шпажкой, шпажки сухие. Верхушка получилась хорошая, ничего не треснуло, не провалилось. Сейчас я оставляю их в формах, им надо полностью остыть. После того, как они остынут, мы сделаем глазурь, украсим. Тогда можно будет достать уже из формы, украсить и уже потом есть. Кулич наш полностью остыл, сейчас мы займемся глазурью. Нам потребуется один белок, который мы с вами охлаждали в холодильнике, сок приблизительно половинки лимона и сахарная пудра, около 100 граммов. Сахарную пудру я не покупаю, я беру кофемолку и перемалываю сахар. Секрет стойкого взбитого белка заключается в том, что посуда должна быть либо стеклянная, либо керамическая. Ложки тоже должны быть не металлические, иначе белок опадет.
Можно добавить щепотку соли, это тоже поможет при взбивании. Итак, мы начинаем взбивать и постепенно добавляем сок лимона. Если вы хотите глазурь, например, розовую, тогда мы будем добавлять вместо лимона сок, например, вишни или черной смородины, если у вас есть ягоды. Но с черной смородиной, например, будьте аккуратны, потому что в ней есть косточки, мякоть, и если это попадет в белок, то он будет плохо взбиваться. Мы взбили белок. Теперь мы с вами добавляем сюда сахарную пудру и уже перемешиваем только ложкой. Больше нам миксер не потребуется. Приблизительно 100 грамм. Если что, добавим еще. Очень удобный способ, вот, как я вам сказала, просто перемолоть сахар. Это выходит гораздо дешевле. И если вам не хватило, не нужно бежать в магазин, а просто берете, перемололи и добавили. Для этих целей у меня стоит самая дешевая кофемолка, которую я вот всегда держу для сахарной пудры. Можно, конечно, сюда добавить и пищевой краситель, а не ягоды, но ягоды всегда придадут привкус, какую-то лишнюю кислинку. Кулич сладкий, поэтому я вот добавляю лимон сюда, чтобы не было приторно. Вот такая глазурь получается. Она густая, она быстро застывает. Никаких проблем нет с нанесением. Ей удобно, вот видите, такие вот неровности, если есть сверху на куличе, очень удобно сгладить это все. Если будет глазурь жидкая, то она просто стечет вниз и, естественно, все неровности будут видны. Такая глазурь очень удачная. Кто-то добавляет просто в сахарную пудру лимонный сок. Но эта глазурь получается как комочками такими, когда вы будете ее есть, в ней нет эластичности, как от белка. Поэтому такой способ все-таки более приятный на вкус и более удачный. С ней очень удобно работать. На них хорошо держатся всякие украшения, посыпки, бусины. Можно шоколадом написать. Очень удобный способ. Вы берете пару долек шоколада, помещаете их в пакет обычный, опускаете в горячую воду. Для этого не обязательно кипятить, просто в чашку наливаете кипяток, опускаете пакетик с шоколадом. Он растапливается. Самый-самый кончик пакетика вы отрезаете, чтобы была маленькая дырочка. И вот у вас прекрасный способ съедобных чернил. Можно написать здесь ХВ или что-то нарисовать. Вот смотрите, как красиво. Она глянцевая получается. Она прекрасно скрывает все недостатки, если какие-то получились. Она не стекает. И все очень просто. Сейчас мы возьмем еще посыпочку и немножко присыпем наш куличик. Вот такой красивый праздничный вариант у нас получился. Украсить вы можете, как вы пожелаете, фантазии нет предела. Я вас поздравляю с наступающим праздником. Здоровья вам и вашей семье.
Очень хотелось бы от вас услышать обратную связь, у кого получилось испечь, кому что понравилось, кому что не понравилось. Очень интересно узнать ваше мнение. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк. Всем пока!